Всем привет, с вами Руслан на связи из Ирландии. Сегодня у нас обратно новостная повестка, связанная с изменением для беженцев, иммиграции, мигрантов. Ирландия, как вы уже слышали, хочет сильно, ужесточить все эти правила. И вот еще одно правило, которое будет касаться тех, кто подается на международную защиту. Правительство хочет тех, кто работает, взимать плату в 238 евро в неделю за жилье, а также чтобы они платили за еду и Wi-Fi даже. Вот такая вот у нас сложная, ситуация. То есть ирландское правительство уже готовит все эти поправки. Оно хочет это реализовать, конечно, не сразу, но первые звоночки уже все об этом говорят. Пусть украинские беженцы не думают, что только их каким-то образом ущемляет и снижает им выплаты. Нет, берутся за всех. А насчет украинских беженцев это было понятно, потому что временная защита, и потихоньку их подставляет под те же стандарты, которые живут и международники. То есть в прямом смысле сейчас уже и украинским беженцам нельзя выезжать, из лагеря, получают они пониженные выплаты, питание. Но есть вопрос насчет того, что, например, тем же международникам, дают специальные сертификаты, которые они могут покупать продукты там в магазинах типа Lidl, и остальные. Украинцам такого сейчас не дают. Есть различные там отличия, многие люди недовольны, этим, многие начали уже задумываться о том, чтобы покинуть Ирландию, плюс заговорили о том, что программу ARP, возможно, будет видоизменять каким-то образом, и это 100% не сделает ее привлекательным, для ирландцев, чтобы еще больше, принимать украинцев к себе домой. По-любому, любую программу, если за нее берутся, то ее хотят как-то урезать, каким-то видом изменить, и чтобы правительству было легче работать с нею. И понятное дело, что если за нее взялись, то в октябре, в ноябре мы услышим изменения, которые не слишком хорошо повлияют на размещение украинских беженцев в Ирландии. Но здесь мы поговорим про то, что же правительство задумало насчет международников. Почему такая большая сумма? 238 евро в неделю. То есть это не шуточная сумма, ну, если в общем взять посчитать, то в месяц это нормально так набегает. Плюс еще за еду, за Wi-Fi. Получается, что человек должен зарабатывать немалые деньги, чтобы смог это все оплатить. Сейчас мы все это рассмотрим и поймем, что хочет Ирландия реализовать. Перед тем, как продолжить, хочу порекомендовать вам отличный сервис по переводу денег с одной карты на другую, то есть с карты Европейского банка на карту Украинского банка. Возможно, вам нужно переводить деньги своим друзьям, близким, родственникам. И сервис Paysend — это идеальный сервис. Поверьте, по моей ссылке зарегистрировалось уже огромное количество людей, которые получили бонусы от 1 до 5 переводов, и потом после первого перевода вам еще присылается купон со скидкой на следующие переводы. То есть вы ничего не теряете, а только приобретаете. Ссылочка на то, чтобы зарегистрироваться в сервисе Paysend, будет вверху и в описании. Также я оставлю ссылочку на вот это вот видео, где я подробно рассказываю, как пользоваться этим сервисом и как переводить все в течение 5 минут. То есть переводы к вам на карту переходят моментально, либо к вашим родственникам. Также я могу вам посоветовать прекрасный сервис под названием Профи, ребята. То есть то же самое, регистрируйтесь по моей ссылочке, она вот здесь и внизу будет в описании. Здесь тоже видео о том, как я показываю, рассказываю, как пользоваться этим сервисом. Вы также получаете при регистрации первый перевод бесплатно, и вам придут промокоды, если вы отправите 2 первых перевода. То есть в чем фишка? Воспользовались всеми преимуществами Paysend, то есть, прекрасного сервиса. Потом зарегистрировались по моей ссылочке и воспользовались еще профи. То есть вы ничего не теряете, а только приобретаете. То есть это бесплатные переводы, это скидки на переводы в будущем. Так что все будет в описании. И еще, если у вас есть время, вы хотите подработать в онлайне, есть прекрасный сервис под названием Mobrak, ребята. Тоже оставлю ссылочку на него вверху и внизу на вот это вот видео, где я рассказываю, показываю, как ним пользоваться. То есть от 5 до 10 евро в день этот сервис по платным опросам. То есть вы проходите платные опросы, за это получаете денежку. Я этим сервисом пользуюсь уже больше 3 лет, то есть я знаю его от и до, он все выплачивает и работает честно. Также все сервисы и какие-либо услуги, которые я вам рекомендую, поверьте, я ними пользуюсь сам. То есть я рекомендую только то, что по-настоящему работает. Ну и последнее, конечно,
многие меня смотрят, не подписавшись на канал. Попрошу каждого подписаться на канал, поставить колокольчик. Для вас это всего лишь 2 секунды времени. Для меня это огромный плюс, да, для развития канала, потому что когда я вижу, что канал растет, хочется снимать еще более информативные ролики, да, и выпускать контент на регулярной основе. Если вам нравится максимально, что я делаю, то становитесь моим спонсором. Нажимайте «Стать спонсором» и выбирайте вид спонсорства. Для спонсоров я снимаю индивидуальный VIP контент, который доступен только вам по вот этой вот подписке. Всем спасибо за любое из ваших действий. А мы продолжаем разбираться в том, что же Ирландия готовит международным беженцам, которые хотят получить здесь убежище. Давайте сразу я сделаю отступление. Это тенденция, конечно, по всему Евросоюзу, потому что они впустили уже очень большое количество беженцев, просто огромное. И украинцы, конечно, тоже внесли свою лепту. Это больше 4 миллионов еще, да, въехало. Это огромнейшая сумма, количество людей просто. И понятное дело, что теперь кризис во многих странах и жилья, размещение беженцев затруднен, потому что наплыв идет бесконечно. И за 2 года, я же повторяю, больше 4 миллионов только украинцев в Евросоюзе. Тенденция идет к чему? Сейчас премьер-министр, да, Италии заявила, что теперь, я записываю этот ролик, да, вот в конце сентября 2024 года, и она заявила, что теперь всех, кто незаконно будет попадать в Италию, будут депортировать. Германия поставила уже пункты пропуска. Впервые за многие годы она будет проверять в течение полугода, кто въезжает в страну, ну, выборочно, понятно, то есть не будет, да, никаких границ обратно же, но выборочно теперь будут проверять, по каким документам люди въезжают вообще в Германию, имеют ли они на это право, чтобы снизить поток нелегалов именно. И вот Италия, Германия и многие-многие уже страны, которые ввели ужесточение для всех видов беженцев, да, и в том числе для украинских, то есть тех, кто по временной защите. Но временная защита, она на то и временная защита, что она когда-то закончится, и потихоньку нужно людей готовить к тому, что все какие-то бонусы, да, плюшки, все оно уйдет в небытие, то есть в прошлое. И украинцев потихоньку готовят во всех странах к тому, что все закончится, и вы должны уже жить за свой счет. То есть вы становиться должны на лыжи и конкретно работать, снимать сами жилье. Будут какие-то, ясно, программа для каких-то там уже, да, инвалидов, возможно, пенсионеров, останутся в каком-то формате. Но это будет очень для малого круга людей. Уже не будет таких, да, центров, такого потока и такой помощи, которая была, потому что защита максимум будет до марта 2026 года. Это уже всем понятно. И везде уже жилье предоставляется практически на 3 месяца. В Ирландии оно вначале было, да, бессрочное, потом 3 месяца. Вначале можно было выезжать, гулять. Сейчас только по разрешению вы можете выезжать больше, чем на одни сутки. Выплаты были 235 евро, да, на взрослого в неделю. Шикарные, большие, сочные. Но теперь их снизили большинству, да, беженцам украинским 38 евро в неделю. То есть те, кто живет сейчас в бесплатном жилье временном от государства, получают пониженные выплаты. Я говорю про украинцев, и по факту в этом их сравняли с международниками, потому что международные, те, кто по международной защите, да, приехал и просит убежище, то им сразу платят эти 38 евро. Ну, плюс им дают еще специальные сертификаты на еду. Они могут их обналичить в Лидле там, и остальных, до супермаркетов, больших вот этих крупных точках. Для кого здесь хотят заставить платить? Смотрите, вот этим размещением международников занимается такая организация IPAS. Вначале она занималась и украинцами, но потом украинцам, да, их перевели на ЮКТАТ, то есть на другую организацию специальную, видно, созданную для того, чтобы заниматься временной защитой. И в чем тут фишка? Международники живут, у них конкретно, если им дается статус, да, то есть все, им одобрили международную защиту, все, они начинают уже потихоньку легализироваться здесь, им даются там PPS и так далее, то есть они там могут подаваться уже на различные программы, и понятное дело, что когда они живут в бесплатном жилье, то есть их после того, как они обрели уже статус, да, они могут уже обязаны выехать, но IPAS с этим не спешит, и, как говорится, статистика говорит о том, что, например, семья, которая проживает, которая получила статус,
то они еще могут проживать в вот этих вот, да, лагерях, ну, как сейчас украинцы различные там переделанные хостелы, мотели, отели, спортзалы и так далее, дома престарелых, все это индивидуально. Они могут модульные домики, где то же самое, для них тоже, для международников строят модульные домики, их там селят, уже делают солянку даже и международников в один отель, и украинцев, то есть это, конечно, не слишком хорошо, я это не одобряю, ну, это Ирландия, это ихняя страна, ихние правила. Что семья может до 2 лет еще находиться в вот этих вот центрах, то есть там дают им комнату, вот они в этой комнате еще могут до 2 лет. Одиночка 9 месяцев, до 9 месяцев. И вы понимаете, многие уже разрешили, да, то есть легализироваться, работать в Ирландии, дали им все права, статус. Что они делают? Конечно же, большинство начинает искать работу, и идут работать. И в чем дальше вариант? В том, что теперь будет проверка до вашего, ну, финансовой подушки безопасности, то есть сколько вы зарабатываете. То есть, потому что есть люди, которые не работают, и они получают до 38 евро и живут себе, их кормят, и они живут бесплатно. Но вы работаете, например, и получаете там 500 евро в неделю, да, например, то понятное дело, что вы теперь уже не равны. И тот человек, который работает, он уже намного больше себе может позволить. И по факту, по всем, да, таким вот, даже, ну, по справедливости получается, что человек должен все-таки уже начать что-то платить. По факту сейчас они не платят ничего. Но теперь хотят ввести то, чтобы все работающие, кто по международной защите, они начали платить. Там все будет от дохода, обратно будет процесс проверки нуждаемости, и будет все плюсоваться и сравниваться, и каждый будет платить индивидуально. Вот эта вот цифра такая страшная, 238 евро в неделю, это написано в статье максималка, которую возможно, да, платить. Если человек будет получать 600 евро в неделю, вы поймите, что это даже немножко больше минималки. Человек должен работать минимум 39-40 часов, да, чтобы получить такие деньги именно чистыми, если я имею в виду, то есть не грязными, да. Так что по факту это такая страшная цифра, но она, если вы пошли на полную, там, например, ставку, да, получаете там 150 евро в неделю, то вы будете платить намного меньше. Тут в статье указано, что если человек работает неполный рабочий день и получает от 97 до 150 евро в неделю, то всего лишь будет платить за размещение 15 евро. Много это? Ну, конечно же, нет. То есть вполне адекватно. Никто, сами видите, даже вот эти вот, как говорится, популярные газеты и пресса все равно делают такие заголовки. Многих блогеров тоже в этом, да, говорится, потыкает. То же самое я делаю какие-то заголовки яркие. Понятное дело, потому что яркий заголовок, он привлекает аудиторию. То есть я тоже прочитал 38 евро в неделю, немножко офигел. Потом прочитал и понял, что все будет от вашего дохода. Не получаете ничего, не вышли на работу, ничего не платите. Вышли не на неполный рабочий день, платите всего лишь 15, получается, евро. Больше зарабатываете, будете там 30 платить. Если ваш доход доходит до 600, то будете 200. Больше 600, 238. В прямом смысле вот эта страшная цифра, это для тех, кто реально себя так нормально реализует. И по факту, если он столько зарабатывает, то он вполне реально может найти за эти деньги, да, и сам себе жилье. Просто, может, ему комфортно, удобно, уже там обжились, и он просто остается там, он, его семья и так далее. Премьер-министр Ирландии сказал, что он хочет видеть вклад тех, кто зарабатывает. То есть он хочет, он намекает на то, что Ирландия много им дала, да, то есть люди там могут около года ждать свой статус, они живут, они кушают, их кормят бесплатно, сертификаты, выплаты, помощь какая-то, одежду там бесплатно дают. То есть в прямом смысле они живут на обеспечении, крыша над головой, то есть медицину им предоставляют, если потребуется. Все им дают. И тут в статье написано, что он хочет, чтобы люди теперь как-то, ну, были лояльны и понимали, что это делается не из-за того, что хотят они как-то людей, да, сделать беднее. Нет, просто чтобы человек влаживал вклад тем, что он пошел работать, ему дали это разрешение на работу, он начал интегрироваться, и как бы все нормальные люди, которые интегрируются в Ирландии, которые живут, они платят за свой рент, они платят за свое размещение, они платят за свои квартиры, комнаты, дома. И вот человек, неважно, живет он типа в государственном, но он уже встал на ноги. Он встал на ноги. Тот, кто не встал на ноги, с него ничего требовать не будут.
То есть, и, пожалуйста, теперь оплати часть своих денег, часть, да, своих денег оплати за рент, то есть, обратно же все будет рассматриваться с вашей зарплаты. Будет проверка нуждаемости, то есть, сколько вам надо будет считаться, да, какой процент можно забрать с вашей зарплаты на эти вещи. Обратно за питание тут ничего не сказано, именно какая будет сумма. Wi-Fi тоже не указан. Wi-Fi, конечно, это немножко необычно, да, смешно, но, видите, решили и так. Такое уже введено во Франции, Германии, Бельгии, Испании, Нидерландах и Венгрии. То есть это примеры, не то, что одна Ирландия хочет такие правила вести, нет, она, я вижу, Ирландия всегда повторяет, даже для украинских беженцев она сказала, она все вот это урезает, потому что она хочет, чтобы ихнее привлечение, да, ихняя привлекательность была средняя по Европе. Потому что до этих всех изменений она была очень привлекательна. Приезжаешь, бесплатное жилье, полные выплаты, то есть, ну, реально, гуляй гармонии, и все, огонь, пушка, ракета. И вот они рассмотрели и понимают, что слишком привлекательная страна, люди едут массово, потому что, ну, уже никому не секрет, многие это в открытую говорят в чатах и так далее. Большинство людей едут с той точки зрения, где больше выплаты, где комфортнее условия. Кто бы что ни говорил, что люди уезжают там от ракет, от бомбежки, но в конце-то концов получается, что выбор идет на то, что большие выплаты, все хорошо. Все, конечно, рассказывали про то, что там спокойная страна, зеленая, английский язык, то есть английская мова, я ее немножко знаю, в школе это у большинства была такая вот отмазка, ну не отмазка, я типа почему выбрал Ирландию, английский язык в первую очередь, я знаю my name и так далее, my son name, I live и все, и он думает, что этого хватит, чтобы тут комфортно жить, либо найти какую-то работу. Нет, люди приезжали, потому что здесь комфортно, можно было лежать на диване, получать свои выплаты, но многие еще до сих пор получают, уже, конечно, этот круг намного сузился, потому что новые правила уже коснулись десятков тысяч украинских беженцев, которые теперь живут, да, и многих вообще переселяют, говорят, там вас просто переселят, не, все будет нормально. Их переселяют, и они, оказывается, узнают о том, что их перевели на новые правила от того, что они переселились. Там людей переселили, кстати, новый модульный домик, все там, ленточку перерезали, все думают, класс, сейчас будет модульный домик, выплаты полные, потираем ручки, все, класс, кайф. Вообще было лучше, чем у себя дома. А оказывается, что все, 38 евро, модульный домик, это хорошо, но без денег как-то оно не слишком прикольно. Ну, люди многие не понимают, что нужно просто идти работать, реализоваться. Можно здесь легко. В Ирландии это уникальная страна, где английский язык, он международный, да, и он легкий, его можно учить. Плюс везде, на каждом почти производстве есть латыш, литовец, поляк, который криво-косо русский понимает. И ты с ним сможешь как-то вы можете как-то вместе, он может вас обучить, показать вам, то есть с вами как-то контактировать. Вы сможете наладить этот процесс. Даже если на английском есть Google Translate, боже мой, там на какой-то фабричной линии, либо заводе, там вы понимаете, 5-6 действий ты делаешь, и все, их постоянно повторяешь просто. Так что, я думаю, если кто захотел, тот уже работу нашел. И снимает сам жилье, и живет себе в удовольствие, зная, что никому он ничего не должен. Еще раз, статью я оставлю в описании, вы можете сами зайти, почитать, все это разъяснить. Главные тезисы я всегда рассказываю, пересказывать полностью саму статью я не буду. И не забывайте про то, у многих претензий к тому, что я много дополняю от себя. Да, потому что это называется авторское комментарий, авторское видео, да, и авторский мой YouTube канал. Я не являюсь никаким официальным лицом. И я читаю и потом добавляю свои тезисы, которые я хочу, как я это вижу, как я это ощущаю, да, ну, то есть это мое личное мнение. Это так и называется авторский комментарий. Когда вы пишете мне комментарии свои, это тоже ваш авторский комментарий к тому, что вы услышали, увидели. То есть на ту или иную, ну, и ту или иную какую-то ситуацию. Это вы тоже комментируете, хейтите меня там, либо хвалите. Это ваш комментарий, и вы имеете на это право. Я то же самое имею на это право. Говорить, снимать, делать, что я хочу. Я в свободной стране и могу говорить, возможно, фантазировать, что-то дополнять. То, что мне хочется, не нужно меня поправлять по каждому слову, там, пытаться, там, не так сказал ударение, там, еще что-то, заикнулся, там,
не так выговорил чью-то фамилию и имя. Я не являюсь официальным лицом, я не выступаю на телевидении каком-то центральном. Это мой YouTube канал, мои правила. Все, кто 11 тысяч человек уже подписались на мой канал, значит их устраивают мои правила, и они согласны с этим. И моя информация для кого-то является полезной. Кому-то это нравится, послушать, посмотреть, поглядеть, да, и услышать мое мнение. Если вам это не нравится, никто вас здесь не держит, вы можете спокойно отписаться. Следующий момент, да, регламент европейских сообществ за 2018 год, который так и не был реализован правительством Ирландии, позволяет государствам ЕС требовать от просителей убежища, зарабатывающих от 97 евро до 150 евро в неделю, выплаты в размере 15 евро в неделю. То есть имеется в виду, за жилье вы можете это брать. Размер взносов может увеличиться до 238 евро для заявителей, ходатайствующих и о предоставлении международной защите, зарабатывающих более 600 евро в неделю. Ну, как я и сказал, кто зарабатывать будет овер до хрена, по мнению правительства, ну, они все эти протоколы пропишут, то он, возможно, может платить вот такую вот плату. Следующий момент, здесь указано, что это все будет реализовано не сразу, в течение чуть ли не 2 лет. Сейчас они могут принять, какие-то центры уже могут под эти правила подвести, чтобы посмотреть, проанализировать, да, как обстановка вся эта обстоит, ну, как оно работает, нормально ли это будет все работать в том плане, в котором они задумали. И потихоньку будет реализовываться по всей, да, территории Ирландии. Здесь ничего такого нету, это все нормально. И еще раз, премьер-министр заявляет, что никого не хочет ущемлять. Ирландия является толерантной, она всем рада, всех встречает, но каждый должен делать какой-то вклад, идет акцент на вот это. Они всегда так аккуратно говорят. Мы вводим, но не от того, что мы там не хотим вас видеть, да, или как-то усложните вам жизнь, нет. Просто мы хотим, чтобы было справедливо. То есть, если ты зарабатываешь, плати. Вот такую справедливость, в принципе, сейчас хотят сделать, да, и насчет украинских беженцев, потому что получается, что вот эта программа IRP, она выходит за рамки, и тоже получается какая-то несправедливость. Я уже повторял свой пример, да, то есть мы работаем и платим за свое жилье, 750 евро, да, в неделю, в месяц я имею в виду, в неделю, в месяц. Меня аж немножко, это, как его, аж в жар кинуло в неделю, думаю, о, что это я сказал, ты шо, фур. А другие живут по IRP, живут в лучших условиях, живут в домах, в хороших домах, там, с каминчиками, все классно. Я этих людей знаю, я был у них в гостях, их все устраивает. Конечно же, они боятся, чтобы отменили IRP просто, как я не знаю, для них будет как Армагеддон. То есть они тоже работают, и по факту они зарабатывают, все мы на минималке работаем, так вам скажу. И получается, они больше имеют денег, чем мы, потому что они живут по IRP, а мы платим государству. То есть не государству, лендлорду, а лендлорд с этих денег платит что? Налоги, понимаете? Вот почему говорят о том, что, возможно, будут, да, ARP менять в том формате, что заставят тех людей, которые вас принимают, хостов, регистрироваться как арендодателей, чтобы с этой суммы уже платили какие-то налоги, раз. Либо чтобы сами украинцы уже не платили за это, то есть просто живут вот за 800, да, и просто уже они тоже, возможно, будут не облагаться налогами, но уже хотя бы украинцы будут платить именно со своего кармана. То есть будут уже проверять всех на то, что кто работает, да, обратно же проверка нуждаемости. Если люди работают, то ну, каким образом они могут не платить за жилье? Почему? Это несправедливо, потому что кто-то работает и платит, а кто-то работает не платит. Но это же нелогично. То есть абсолютно. То есть даже в математике это математически как-то непонятно и с логической точки зрения, как это. То есть один работает и платит, другой работает, не платит. Хотя все живут, все работают, все одинаково, просто кто-то по программе ARP, потому что он украинец. Ну, в смысле, в честь чего? Пусть бабушка инвалид, пусть мама с 3 детьми, которая не работает, вот к этой классификации людей, да, я согласен. Пусть они живут и дальше по ARP и не платят ничего, потому что они не могут по тем или иным причинам. 2 руки, 2 ноги есть, нет никаких заболеваний, пожалуйста, плати за себя сам. Работаешь, плати за себя сам. Это справедливо, абсолютно. Я не пытаюсь никак как-то, да, оскорбить, унизить украинцев. Нет, я сам являюсь украинцем, я обожаю Украину и желаю только нам победы, перемоги. Но не нужно наглеть просто. Еще раз, есть ущемленные класс граждан, это еще инвалиды, пенсионеры и там многодетные, да, мамы, например, сами.
Да, для них пусть делает поблажки, пусть они дальше получают там выплаты, живут, да. Но все взрослые, все, кто работать может, нет, вы обязаны платить, вы обязаны ничего не получать от Ирландии по всем правилам. То есть, когда вы тут отработаете, внесете кучу таксов, кучу различных выплат, будете подходить под все параметры, как все обычные мигранты, которые приезжают, то, пожалуйста, подавайтесь потом и получайте все свои бенефиты, если вам это положено. А всем сейчас украинцам дали просто бонусом, просто так, потому что ты просто украинец. Скажут, война, это понятно. Но когда человек получает уже больше 2 лет выплаты, ни черта не делает и живет еще на халяву в жилье, но это как-то очень странно. Это какой-то курорт, да, ну хотя потихоньку этот курорт превращается в мини-тюрьму такую, но что хотели, то и получили, скажу так. Вот эту всю фишку, к чему все это я веду? К тому, что, видите, и украинцев потихоньку, даже тоже АРП заявляют о том, что нужно платить. Международникам говорят тоже, вы должны платить, кто работает, это несправедливо по отношению к тем, кто не работает, потому что у него 38 на руках, а у тебя, например, 300. Так какого фига вы должны, да, жить на равных условиях? Это социальное государство Ирландии, они пытаются всех уравнять, то есть всех максимально уравнять, чтобы все жили, в принципе, плюс-минус одинаково. Вот для этих целей хотят ввести эту выплату. Я не вижу ничего в этом плохого. Пишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете, правильно делает Ирландия, неправильно по отношению к международным беженцам, либо что-то неправильно она делает по отношению к украинским беженцам. Пишите свои истории в комментариях, поддержите вы эту инициативу, либо нет. Я лично поддерживаю, потому что, еще раз повторяю, здесь не будет никого трогать тех людей, которые, да, ну, входят в ущемленную, в смысле, в ту, там, кто не работает, там, инвалиды и так далее, пенсионеры, которые не могут работать, они как жили в этих центрах бесплатно, без оплаты, так и будут жить, то есть их никто не будет заставлять, либо выгонять, но те, кто может, обязаны платить. То есть я считаю, это должно распространяться на всех, кто живет тут по любой программе. Ты должен пригодиться этой стране как-то, а не просто сидеть и ни черта не делать. Это личное мое мнение, личный мой авторский комментарий, да, буду так говорить, чтобы люди понимали, а то многие воспринимают мои слова слишком близко к сердцу. Я рассказываю все просто поверхностно, как вижу это сам, понимаете, и говорю свое мнение. То, что тут в статье, я ее не буду пересказывать, либо снимать маленькие, знаете, ролики вот эти вот на минуту, как люди развивают свои ютубы. На минуту он снял, телефон взял, снял, все, справился, готов. Нет, сказать, как ты это видишь. То есть это называется, ну, ни о чем для меня лично. Я люблю поговорить и люблю высказывать свои мнения и мысли в полном объеме. Вот сейчас я их высказал. Кому нравится, не нравится. Всем добра, позитива. Всегда на связи.